Львы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и сегодня мы будем смотреть ваш таро-прогноз на октябрь 2023 года. Посмотрим и проанализируем цепочку предстоящих событий и сделаем акценты на том, что вам необходимо запланировать на этот месяц, чтобы он для вас прошел максимально продуктивно и плодотворно. Поэтому готовимся к совместному чтению арканов Таро, потому что помимо того, что я вам буду озвучивать, дополнительно по визуальному ряду вам будет идти своя информация. И приступим. Итак, общие энергии месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов? Пошло две карты, поэтому пусть две карты будут. Здоровье, личной жизни и рекомендации от карт. Все, здесь вам все хорошо видно. Будем приступать. Что же у вас здесь? Общая энергия месяца. У вас здесь ложится королева мечей. Аркан, который говорит о ситуации, знаете, как успеть все. Следить за воспитанием ребенка, успевать какие-то бытовые обязанности, учиться. То есть, иными словами, это карта структуры. Это может быть обращение в госорганы с целью перевыпуска каких-либо документов, решения правовых вопросов, споров. Это может идти обращение к юристу, нотариусу, адвокату. А для кого-то подбор педагога, который действительно поможет решить ряд ваших задач. То есть, как вас, допустим, обучать, если в этом есть необходимость, так и, допустим, найти педагога для ваших чат. Понятно, что карта многогранна, и говорить она может о любой из сфер. Но здесь мы дотягиваем карту и ложится аркан Солнца. Здесь пролить свет на какую-то ситуацию, то есть получить навыки, получить знания. Поэтому для многих из вас это все-таки будут вопросы образования, повышения квалификации, обретения нового опыта. Если же это будет обусловлено вопросами лечения, то эти карты показывают найти специалиста, который действительно докопается до истины и поймет, почему у вас происходит такой событийный ряд, все валится вон из рук плохо, и вы не можете собрать себя в кучу. Если же это вопросы обращения к юристу, нотариусу или адвокату, то это найти специалиста, который действительно поможет вам решить ваши проблемы и стабилизировать любую ситуацию. Если рассматривать вопросы работы, у вас здесь ложится аркан Суд. Карта, которая говорит о том, что для кого-то это вот эти вопросы восстановления на прежнем рабочем месте, или вы, возможно, вернетесь в прежнюю нишу, в которой вы работали. А для некоторых из вас это будет кардинальная смена деятельности, потому что по суду, смотрите, здесь стремление расти, добиваться целей, результатов, стремиться к большему. То есть кому-то уже, знаете, как мало воздуха, мало возможностей, реализации, пространства. Поэтому захочется сменить обстановку, вектор движения, зарабатывать больше, но при этом работать меньше. Смотрим, о чем будет говорить эта карта для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. Здесь по шестерке мечей с картой Суд это попытки получать какой-то опыт, навыки дистанционно, все то, что позволит вам быть фрилансером, чувствовать себя комфортно и зарабатывать так, как вам удобно. То есть это больше как наработка опыта. Если смотреть ситуацию для тех, кто является соискателем, то Суд и Колесница. Во-первых, действительно это может поступить какое-то предложение относительно того, чтобы вы экстренно вернулись на прежнее рабочее место, на более выгодных для вас условиях, то есть вы можете действительно восстановиться. А у некоторых это кардинальная смена деятельности за счет переезда и смены места жительства. Ну, найдете ли вы работу, как показывают арканы, однозначно да. Если вы у нас являетесь наемным сотрудником, здесь суд и десятка чаш. Это признание в коллективе, в компании, на предприятии. Для вас это возможности карьерного роста и увеличения дохода, потому что, видите, расти. То есть вы здесь будете признанным, назову так, гением или хорошим специалистом, который действительно дает этому предприятию многое. Поэтому идут вопросы поощрения, повышения. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является владельцем собственного бизнеса, то аркан справедливость говорит о ситуации, что могут быть внеплановые проверки. И неважно, будь то налоговая, СС, МЧС или какие-то прочие предприятия, которые могут быть сопряжены с вами. Для вас это будет эффект неожиданности. Причем здесь карта Суд, это могут быть попытки притянуть вас к каким-либо административным штрафам.
Но по карте дьявол вы сможете решить этот вопрос нестандартным способом. Ну, по дьяволу, как вы понимаете, конечно же, это все решается в коррупционном порядке. Во всяком случае, в вашем случае, в вашей ситуации. Смотрим финансовую сторону вопроса. У вас здесь ложится двойка монет. Двойка монет — это всегда деньги из нескольких источников дохода. Только, как говорится, успевай лавировать, чтобы зарабатывать эти ресурсы. Но, тем не менее, здесь все стабильно. Вы прочно стоите на ногах, хотя вам это тяжело дается, потому что занимает много времени и сил. Но, опять же, двойка монет — это баланс доходов и расходов. И здесь вы отлично с этим справляетесь. Все у вас прекрасно. Если смотреть вопросы состояния здоровья, паж чаш и шестерка чаш, ну здесь 100% это детские болезни, причем вы не первый знак, кому ложатся таковые карты, потому что это, как правило, по арканам это подхватить какие-либо вирусные заболевания, респираторные заболевания от детей, внуков, от племянников. Просто если вы, допустим, репетитор, да, и занимаетесь детками, или вы тренер, или, может быть, вы аниматор. Поэтому здесь очень осторожно, очень аккуратно, будьте бдительны, потому что ничего серьезного здесь нет, но тем не менее это отнимет у вас много времени и сил для того, чтобы восстановиться и вновь войти, так сказать, в повседневное русло. Вопросы личной жизни. Здесь у нас ложится аркан умеренность. Карта, которая говорит о зоне комфорта, баланса, потому что здесь вас будет хватать на всех и на все. И на работу, и на личную жизнь, и на то, чтобы уделить внимание партнеру или партнерше. Ну, конечно же, карта, она многогранна. И ситуация у вас тоже многогранная. Поэтому будем просматривать для каждого из вас. В первую очередь посмотрим для тех, кто у нас свободен. Для тех, кто у нас свободен, ложится аркан звезда. Это оказаться в центре внимания, это наслаждаться ситуацией, наслаждаться моментом, потому что не будет отбоя от поклонников или поклонниц. По какой причине? Вы будете давать людям зону комфорта, к вам будет тянуться как к источнику, получить это спокойствие, этот баланс в жизни, получить ту структуру, которой многим не хватает. И они увидят в вашей ипостаси, в вашей личности такового человека, который все это может дать. В особенности, если по звезде вы являетесь хоть чуть-чуть медийным человеком, может у вас свой бизнес в интернете, или вы ведете какие-то социальные сети, то здесь к вам будет приковано максимум внимания, потому что, как показывают эти арканы, ну, вы будете привлекать людей своим каким-то нестандартным подходом. У вас даже дно колоды, смотрите, я только что посмотрела, падает карта влюбленные. То есть здесь, смотрите, имеет место быть построение новой связи, новых отношений. Если вы в любовных треугольниках, по тузу мечей, это желание поставить вопрос ребром, а именно соблюдать баланс, чтобы партнер или партнерша в полном объеме также уделяли вам внимание и свое время, как и, допустим, вашему там сопернику или сопернице, то есть вашим оппонентам. То есть это желание расставить точки над «и». Почему происходит такая несправедливость? Почему вас отодвигают на второй план? И вы будете решать эти вопросы. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас в стабильных союзах, тройка монет. Конечно же, эта карта у нас работы, но вместе с тем это еще работа над самим собой или самой собой, над своей моделью поведения в отношениях. Это желание изменить союз и отношения к лучшему, изменить структуру так, чтобы вы здесь получили зону комфорта. Опять же, умеренность и тройка монет – это разгрузить себя или вашего партнера или партнершу от бытовых обязанностей. Поэтому здесь на повестке дня могут идти вопросы найма персонала, который облегчит вашу жизнь. Если смотреть рекомендации, у вас здесь ложится король монет, мечей. По королю мечей это, как правило, вопросы предвзятого отношения к вам. Это проверки, это экзамены, это обращение в госструктуры. Конечно же, это карта, которая говорит вам, что не пытайтесь что-то решать в одиночку. Если это вопросы связаны с госструктурами, то решайте через узкопрофильных специалистов. Если необходимо, прибегайте к помощи юриста, нотариуса, адвоката. Если это касается состояния здоровья, то никакого самолечения, это напрямую лечение через врача. Даже если вам кажется, что ситуация какая-то плевая и всего лишь это простуда, тем не менее, можете, знаете, что-то сделать не так и как следствием сами себе насолить. Посмотрим с вами неожиданность периода, о чем здесь идет речь. Лилии, змея и падает карта развилка.
Ну, лилия, змея, карта развилка. Вообще лилия у нас карта не только духовного роста, совести, это карта сексуальных контактов. Змея и карта развилка — это предложение быть в любовном треугольнике, потому что карта мыши, простите, это как спариваться. Это вопрос также плодовитости, продуктивности, отстаивать своих интересов. Ну а в целом, если смотреть не только в контексте личной жизни и отношений, то эти арканы показывают, что вы будете сконцентрированы на поиске альтернативе лечения тех либо иных заболеваний, ситуаций не медикаментозным, а по карте лилии это как более гомеопатическим путем. Может быть нетрадиционно, нестандартной медициной, будь то там, не знаю, закаливание или там, не знаю, какие-нибудь растирки. То есть в зависимости от того, что вам будет рекомендовать лечащий вас специалист, потому что ну, текущие как бы лекарственные препараты, они для вас почему-то будут малоэффективны или не будут давать такого быстрого эффекта, как вы на то рассчитывали. Опять же, лилия, змея, развилка и карта крыса — это вывести на чистую воду каких-либо, не могу сказать, что прям двуличных друзей, потому что здесь не указано, что это именно друзья. Змея — это женщина в вашем окружении. Это может быть и соседка, и коллега, и знакомая. То есть те люди, которые идут на сделку с совестью. То есть глаза одно за глаза другое. И вот здесь это как прояснить для себя эту ситуацию и отказаться от взаимодействия с таковыми людьми. Поэтому вот такой месяц. На самом деле, если мы посмотрим, очень много положительных, позитивных арканов. И закроем мы вам его таковым образом, чтобы все шло со знаком плюс. Вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать и напишите, как для вас отозвалась эта информация. Резонирует ли она с вами и какие перемены, в принципе, произошли. Я вам буду крайне признательна за обратную связь. Благодарю вас, в принципе, за взаимодействие, за ваши лайки, комментарии, донаты, за ваши подписки. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно это сделайте, и вы будете в курсе всех видео, которые меняют вашу жизнь к лучшему.